Привет всем! Я обещал, что следующим роликом будет продолжение рассказа про Сейшельские острова, но возник сюжет с лебедями. Подписчики моего канала, постоянные зрители, знают, что лебеди у нас в приоритете. Итак, мы поехали из Вены на озеро. Это озеро Осяхерзее в Австрии, в Каринтии. И подъезжая уже к дому, видим картину. Это перемычка между северным и южным берегом озера. И тут на поле у нас 19 штук лебедей. Причем там разных возрастов. Есть прошлогоднего выводка, штук 7-8. И взрослые. Вот, как видите, они собрались на поле и перекусывают. И вообще, зима для лебедей в этом году была достаточно сложная. На канале есть ролик про то, как они вышли из положения, когда озеро замерзло. То есть они перебрались в заповедник. И в заповеднике, там, где река Тибель впадает в озеро, устье реки Тибель, там было тепло. Итак, дома. Что у нас происходит в это время дома? Как видите, тоже есть лебедь. Это не из той стаи. То есть он пришел один. Это молодой, скорее всего, трехлетка, без пары еще. Он присмотрел, что мы появились, и приплыл. Ну, посмотрите потом, как мы с ним разберемся. А пока возвращаемся на поле. То есть они нашли такой хороший выход. Я не знаю, тут озимое, другое поле будет, там точно озимое. Что на этом поле, я не знаю, но уже есть свежая трава. Это у нас 11-12 марта. Температура где-то 14-15 градусов днем, а ночью опускается до нуля. Вот. Я специально подъехал поближе, ну, на такое расстояние, чтобы их не пугать. И камерой приближаю. Ну, как видите, вообще у них между собой, у лебедей, отношения достаточно сложные. То есть это такое птица территориальная. То есть у пары есть своя территория, особенно если они с выводком, и других не допускают. А тут, видите, у них такое совместное. Если бы осенью, я бы понял, может быть, собираются улетать. А здесь это не стая, которая прилетела, еще рано. Это просто местные, наши с озера, и они нашли себе вот такое пропитание. Вот видите, я подъехал. А вот это, похоже, озимые, взошли, тут такое зеленая уже трава вовсю. И тоже один взрослый, один молодой гуляют, вытаптывают. Ну, картина, конечно, очень симпатичная. Все это происходит, вот эта низменность, это когда-то было дном озера. То есть озеро было примерно в 2 раза длиннее, чем сейчас. Сейчас оно 11 километров, а было 18-19. Но часть озера, вот это было такое большое болото. То есть была мелкая часть заболоченная. И потом в свое время построили дамбу, перекрыли. То есть глубокая часть озера осталась как бы озером. Часть перекрытая, часть отошла к заповеднику. И сейчас там болото. А вот эта часть стала для нужд сельского хозяйства. И как бы вот для лебедей, опять же, чтобы было где перекусить в трудное время. Вот смотрите, вот этот гость наш, он поднимается, я иду ему говорю, ну куда ты пошел, дорогой, давай назад. То есть лебедей кормить-то надо в воде. Вот. И у меня есть, видите, пластмассовую баночку показал. То есть это мы купили специальный корм для водоплавающих, для лебедей, для уток. И мы его проверим. Вы сегодня увидите, ну, не на этом, а на паре других лебедей, как им понравился этот корм. Итак, вот диспозиция. Там далеко вот эта гора со снегом, это граница 3 стран. Это Австрия, Италия, Словения. За этой горой там Италия, Словения. А вот между вот этими горками слева и справа там озеро. Вот, то есть они тут собрались, перекусывают абсолютно спокойно. У них такое перемирие, похоже, всеобщее.
Но вот во второй приезд, это я уже специально приехал смотреть, их было 22 экземпляра. 22. Часть 4 плавала на болотах, за дорогой на болоте, и 18 было на поле. Но это не все, потому что часть есть на озере. Вот, часть еще осталась на озере. То есть всего на озере порядка 3 десятков особей обитает. Это вот такие крупные уже. Вот это я пришел уже с палками, заодно пройтись, взбодриться. Подошел поближе, уже без машины. И смотрим. То есть они спокойно уселись. Там за вот этой горой, там город Фельдкирхен, небольшой райцентр наш. Вот. А озеро продолжалось, вот пока равнина, вот туда продолжалось когда-то озеро. Мне интересно, на Яндекс.Картах попалась карта озера Осях, и я еще удивился, почему она такая странная, почему она такое огромное. То есть там какая-то карта 30-х годов, и вот на той карте 30-х годов это озеро Осях показано полностью. Вот смотрите, они достаточно плотно так собрались, то есть у них действительно какое-то вот сплошное перемирие. Потому что летом увидеть такую картину, чтобы разные семьи вот так, это не получится такого увидеть. У них очень четкие, вот на канале у меня есть такой лебедь атакует и выигрывает, и потом возвращение лебедя по имени Голубь, вот такие ролики. Вот посмотрите там про отношения лебедей. То есть там между ними все четко. Наваляет один другого 5 секунд. Вот, а здесь у них все нормально. То есть зиму они пережили. Вот эта зима была тяжелая. То есть озеро на какой-то короткий период замерзало. Было достаточно холодно. Я по термометру посмотрел. Вот минимальная температура 14 градусов была. То есть зима была такая достаточно суровая. Но вот я бы сказал 100% выживаемость. Все выглядят достаточно такими охраненными, упитанными. И все у них окей, все нормально. А вот следующий ролик про лебедей, я все-таки следующий сделаю про Сейшелы, второй фильм, а вот про лебедей будет как раз про новый корм. То есть там будет подробно показано, что и как, что это за новый корм, и какие интересные коллизии там между лебедями развиваются. Просто зрелище, конечно, было великолепное, вот эти лебеди на поле. И сейчас я вам покажу еще уток. То есть тот корм, который мы новый сейчас пробуем, он в том числе и для уток. Уток у нас разнообразие, то есть есть вот такие классические утки, есть водная курица и есть бакланы или кормораны. Вот. То есть несколько видов, они все вот в этих камышах там вперемешку живут, между собой понемножку скандалят. Самые наглые вот это бакланы. Но бакланы, они кормиться не приплывают, они очень такие сами по себе. Вот смотрите, я показываю, вот справа было поле с лебедями, вот эта дорога, перемычка между северной и южной частью озера. Вот это болото. Вот раньше тут болота не было, его год назад заболотили обратно эту местность. Это заповедник водоплавающих птиц. А вот там за этим болотом, между горами в впадине, там 11 километров озера. Озеро, которое с чистой водой, где летом там 25-28 вода прогревается. То есть там великолепный купальный сезон, полно туристов. И лебеди, конечно, когда люди приезжают побольше, туристы, лебеди все на озере. То есть вся территория озера, весь берег разбивается на участки между семьями, и они там кормятся. То есть приплывают, собирают дань. Про это у меня на канале огромное число роликов, в том числе, как они маленьких птенцов приводят. Вот, смотрите, под вечер, уже темно, приплыла парочка. Это одна из них, это хухушка, она такая ха-ха-ха, так делает. У нее новый кавалер, то есть она кавалеров меняет, вот интересно. И вот эти гранулы, то есть вот этот такой сухой корм, гранулы, который состоит из какие-то там зерновые и рыба.
и морские животные. Ну, так сказать, всякие там морские твари. Вот. То есть вот эта смесь, она гранулированная, она не тонет. Вот я засекал, там бросал, полчаса приходишь, через полчаса вот эти гранулы, они легче воды. Соответственно, вот лебеди, ну что-то съедают лебеди, потом что не съедят утки подбирают. Это я подробно покажу в следующем фильме про прекрасных птиц. Подпишитесь на канал, включите колокольчик и успехов вам!